Друзья мои, всем привет! На связи Алексей Мамонтов и компания PandaWay. Ребят, сегодня будет небольшой шок для некоторых из вас. Вы хотели дешевые автомобили? Мы вам покажем один из самых дешевых автомобилей, электромобилей на китайском рынке. Автомобиль новый, автомобиль стоит за 35 отдаст. За 35 сейчас. Новый автомобиль с нуля, с салона, 35 тысяч юаней, проезжает 300 километров на одном заряде. Интересно? Поехали! Итак, ребят, что мы имеем за 35 тысяч юаней? Вот такой автомобиль от компании Changan. Это чистый электромобиль. Автомобиль 2021 года. Он только вышел в производство. Длина автомобиля 3,73 метра, ширина 1,65 м, высота 1,56 м. Колесная база 2,41. Колея 142 сантиметра. Вес автомобиля в максимальной комплектации 1150 килограмм, в базовой комплектации 1125 килограмм. Дюймовые небольшие колеса, естественно, китайского производства. Подвесочка у нас тут Макферсон, и спереди, и сзади. Обычные фары. Максимальная скорость 125 километров за 35 тысяч юаней. Просто что-то с чем-то. Блин. Мне интересно прям проехаться, шумку посмотреть и прочее. Это же... Слушайте, ну вот первое впечатление, дверь, да? То есть мы были в подобных автомобилях, и они были ужасно громкие, это просто жестянка была. Здесь же, ребят, тут дверь даже закрывается нормально. Тут, походу, с шумкой не все так плохо, как оно бы казалось на первый взгляд. Антоха влезет. Влезешь? Модель E-Star. Компания Changan выпускала уже модель E-Star, но это была модель за 70 тысяч юаней. Вот здесь картинка, как выглядел автомобиль за 70 тысяч юаней. Так, ребят, сейчас мы прокатимся на этой машинке, посмотрим, что это такое вообще. Реально ли купить автомобиль за 35 тысяч юаней и кайфовать? Хотя нет, может. Это не спорт-режим еще. Обычный. Йо-мио, спорт.有这个 S， окей. 你看明显的，对，它明显会比低档快很多。 Слушай, она и не жесткая. Как она сейчас пробукса ушла с тремя человеками, с тремя людьми, которые крупной комплекции. Ребят, нас в салоне трое взрослых мужиков. Вот, чтобы вы видели. Он там Антоха сидит, кабанчик, я кабанчик, и вот еще водитель кабанчик тоже. Сейчас машина с пробуксовкой ушла. Блин, у нее спорт-режим есть. Это неожиданно, просто неожиданно вообще. Я в шоке. У меня слов нет. Но я же думал, я подозревал, что это прям... 动力还是可以的。 Ну что, Лёх, ты готов? Суперкар на спорт. 我们前面走，前面走， 前面走，沿着这路。 Так, заезжаем на полицейский лежачий. Не щадя, да? Да, не щадя прям. Кстати, смотри, спорт-режим, рекуперация.
Нету, да? Работает. А, работает? Да. Вот я газ отпустил. Что-то так Чувствуется, что ну, есть все равно. есть чуть-чуть, да? Небольшой. А, дзиджо, Куда? вперед. Прямо. Вот, тут. Оп. Все хорошо. 前面左转，这里左转。 Не, ее жалко, Леха. Машину жалко. Не, ну, конечно, отрабатывает хорошо, но мне жалко машину. 这里你可以跟他讲，道路很宽。 Так, ну давайте. Ну что, готовы? С нуля. С нуля. Вот так. Давай. Спорт режим. Кочка, пожалуйста, не Тормоз. Я, честно говоря, поражен. Да, Мы с тобой ездили в EQ1, Мгм. в Черри маленький муравей, да? да, Небо и земля. Ну там машина за 80 тысяч юаней. да. И это за 35 тысяч юаней. Понятно, что материал дешевый весь. Пластик там, везде пластик. Но, блин, ну цена. 走就可以了。 То есть я считаю, что все должно соответствовать своей цене, да? Все правильно. Все должно должно быть соотношение цены-качества. Я смотрю, у тебя прям ноги хорошо поместились. Кстати, да, вот я очень комфортно сижу, руль очень высоко, посадка у меня высокая. Я даже можно сказать, что чересчур высокая посадка. Ребят, тут Антоха тоже порывается к рулю. Да, я очень хочу, ребят. За руль. Очень хочу. Ну, прям интересная посадка и все. Трип. Это сбрасывание. Это кнопка, что ли? Да, это кнопочка. Здесь вот есть такая кнопочка интересная. Вот, типа трип. И она показывает, меняет в общем, информацию на дисплее. Двери закрываются достаточно хорошо, как ты уже сказал. Она не то чтобы легкая, но не то чтобы и тяжелая. Даже вчера Tiggo E, вчера Tiggo E, там и то такой бомзо, а тут прям хорошо. Так, разница между моей машиной и этой. У меня прям нога хорошо, себя чувствует комфортно тут. Моя прям маленькая. Материалы, конечно, Материал мы не трогаем. мы не трогаем, но смотри, он все равно мягонький. Он мягонький, он прожимается. Нет, ну это пластик. Ну да. Ну, Такой не деревянный прям. да, тут, конечно, нету мультимедии никакой, да, у нас от слова совсем. Хотя можно USB вставить. Тут есть возможность, вот сейчас проскочим. Да, отлично. Прям же супер. Ой, даже как-то перебор какой-то, по мне так. По скорости. Да. По динамике? По динамике, да, прям она, какая-то бешеная белка. Я верю, что она может ехать 125 км в час. И верю, что она может проехать 270, как минимум, при скорости 100. Вот сейчас там заряд какой? 50%, да, 50%. 50%. Она показывает остаток? Остаток хода 149 километров. 149 километров, да, на половине заряда. Прям прыткая. Газ нажимаешь, а она сразу же хочет ехать быстро. Шумка хорошая. Да. То есть, как бы особо... Двигатель, конечно, слышно по сравнению с моей. Я так у себя я не слышу. У тебя потому что на капоте шумка есть. Да, и у меня там самый весь отсек шумоизоляции. 在同一个身体多近，奋不顾身去拥抱不可 Так, 及 переделки, 的。 конечно. Переделки. О, динамик один, что ли? Нет. У меня ощущение, что с моей стороны только музыка играет. Может быть, это настройка еще тут есть. Да. Такая, типа Да, конечно. 4D акустика. Нет, супер. За эти деньги, конечно же, что-то найти сейчас лучше, я даже и не знаю. Я смотрю, тебе даже на пассажирском хорошо, Леш, да? Да, мне это вообще кайфово. Расстояние. Ничего себе! Заходит. Офигеть! Обороты. Иху! 它是低档，没有用 Sport。对啊。 Это он на D едет еще. Это не да. Кошмар какой. У меня тут ручек нету, прикинь, оказывается. Бюджет во всем. Ручек-то нету. И у тебя нету. Я хотел схватиться, да. Ну, смотри, как я сижу. Я прям развалился весь. Я прям это...
У меня еще кулаки влазят. Обалдеть. Вот здесь находится люк для быстрой зарядки автомобиля постоянным током. Как его открыть, менеджер не знает. Автомобиль новый. Автомобиль только сошел с конвейера. Ребят, смотрите, как реализована зарядка переменным током. Под логотипом спрятан вот такой лючок. Вот так-то все красиво, аккуратненько спрятано. Не можем разобраться, ребят, как открывается быстрая зарядка. Даже Шумахер-менеджер не знает этого. Кстати, я первый раз вижу чувака, который нормально вводит, ну, в смысле, это не ссыпно. Да. Ну, машина 35 тысяч юаней стоит. Мне кажется, ему дали добро. Зеленый свет. Гоняй. Есть регулировка руля по высоте. По вылету, естественно, нету. Вот. Максимально вверх. Очень комфортно. Моим длинным ногам ничего здесь не мешает. И теперь давайте посмотрим, что происходит в этот момент сзади. С задним пассажиром. Что? Ну, как бы есть место. Так ты там но все немного. как король. Спереди. Ну хорошо. Чуть-чуть ужмись. Вот чуть-чуть вот ужмись. Хорошо, давай не буду не как король сяду. Вот давай, держи, вот я сяду. Чувак сейчас. Чувак уже 20 минут ищет, где кнопочка для открытия люка быстрой зарядки. А если она вообще? А может там нету просто в этой модели. Хорошо, удобно, комфортно. Идем на задний ряд. Нормально. То есть как бы оно не по-королевски. Мои длиннющие ноги сюда поместились. Тут даже ладошка еще есть запаса. А если я сяду за тобой, то у меня там кулак влезет. А если тебя посадить, ты еще ближе сдвинешься. Ты-то спец по малолитражкам. Ты знаешь, как можно. И высота, посмотрите, помнишь, как мы в этом сидели в E20X Ага. Soul? Я там не мог сесть. Да, Но да. здесь ты- нормально. Тут, пожалуйста. Тут прям почти кулак влезает. 35 тысяч юаней. Как? Как? Новый автомобиль на гарантии. Короче, ребят, мы поняли, почему такая цена. Здесь убрали 4 ручки. Понимаете? Секрет в чем? Убирается 4 ручки, и цена автомобиля сразу 35 тысяч юаней. Багажник. Багажник с ноги открывается, нет? С ноги не открывается. Ребят, посмотрите, большой, нет, для малолитражки, в принципе, неплохой багажник. В смысле, если там запаску можно запихнуть? Сюда поместится запросто чемодан, один большой. И здесь у нас есть ниша, да, под зарядку и под всякие инструменты. Если эту нишу убрать, то сюда вполне помещается полноразмерная запаска для этого автомобиля. Электропривод стекол во всех 4 дверях. Открывается не до конца стекло, но тем не менее электропривод, дверь, посмотрите, нормально закрывается она, не гремит. Зазоры, опять же, да, вот то, что мы смотрели на Диминой машине. Говорить о том, что здесь подогнаны части, тоже не приходится. Причем это нормальное положение, потому что она симметрична с двух сторон. У него уже с завода шли стыки неровные. Здесь у него был нахлест. Здесь неровно была часть, да? Здесь все четко сделано. Все ровненько, все аккуратненько. Есть партроники. Раз, два. Да хватит, куда уж больше, чем 2-то. Два партроника. Спереди нету. Здесь зарядка переменным током. Стандартная зарядка. Для Китая очень актуальный момент. Это вот такой маленький кармашек для карточки. Для карточки вы, когда выезжаете на платную дорогу, получаете карточку специальную. Так вот, мне в Ливане пришлось сделать вот в таком вот кармашке углубление из
из тряпочки. Куда я кладу эту карточку, чтобы она не билась по стенкам и не вызывала такой грохот, шум. Здесь же все вот аккуратненько, правильно сделано. В принципе, BYD тоже так делает. Вам, ребят, конечно, для России это не понять. В России там или Тут боли, если этого нет. в других странах вам это не понять, но да, у нас это такая вот небольшая боль. Регулировка высоты освещения, включение-выключение парктроников. Здесь у нас габариты, фары, противотуманка. С правой стороны управление стеклоочистителями. Приборная панелька простенькая. Тут есть спидометр и есть датчик рекуперации. Вверху отображает, на сколько километров у вас осталось заряда батареи. Снизу в процентном соотношении вы можете посмотреть, опять же, остаток батареи. Поступаемая мощность – это средний расход. Киловатт-час на 100 километров. С учетом того, как он сейчас ездил, а машина Да. новая, в компьютере Он там гонял. Вольтаж. вольтаж, Вольтаж поступаемый. ампер. Двигателя. Ампераж. Зачем это нужно, непонятно. Ну, мне кажется, это для гиков. Это тачка для гиков. Так, здесь у нас есть какие-то такие полочки две по сторонам непонятные. Для чего? Ну, каждый придумает для себя. Снизу опять же полочка. Управление мультимедией. Включение-выключение. Мьют. Радио. USB. И переключение треков. Печка. И кондиционер. Управление, соответственно. Переключатель РНД выполнен в виде шайбы. У нас РНД и есть S. Сюда же встроена функция спорт режима. Еще одна такая полочка внешняя и имеется бардачок. Вот еще одна причина, почему автомобиль стоит 35 тысяч юаней. Зеркал нет в козырьках. Заглянем под капот. Значит, передний привод, один электромотор, мощность 55 киловатт, крутящий момент 170 ньютон-метров. Автомобиль проезжает на одной зарядке 301 километр по циклу NEDC. Максимальная скорость 125 километров в час. Емкость аккумулятора в максимальной комплектации, которая стоит 35 тысяч юаней, 31,18 киловатт-час. У этого автомобиля есть еще базовая комплектация, которая стоит на 10 тысяч юаней дешевле, то есть 25 тысяч юаней. Но у нее 23 киловатт-час батарейка, она проезжает 150 километров на одном заряде по циклу NEDC, мощность электромотора 30 киловатт. Я сейчас даже маленько, знаешь, Лех, это опустошился по эмоциям. Но это же какой-то... Я поражен. 55 киловатт мотор. Дистанция 300. За 350 тысяч рублей. Ну, 400, окей. По новому курсу 400. Вот мы на картинках с тобой смотрели, я думал, да фигня какая-то будет. Да нет. Ты потом, когда понимаешь, сколько машина стоит, что она может ехать по гаусу со всеми наравне по скоростной трассе. О, я знаю, это убийца маленького муравья. Мне кажется, маленький муравей убили все, кому не лень. Прям это... Вот здесь ссылочка на маленький муравей. Если вы не знаете, что это такое, посмотрите. Ребят, выяснили мы информацию, почему не открывался этот лючок. Это лючок, предназначенный для быстрой зарядки автомобиля постоянным током. В данной комплектации у данной модели быстрая зарядка просто отсутствует. Данным образом компания Чинан решила удешевить свой проект и тем самым предоставить пользователям вот такую доступную цену. Так, ребят, ну и на закусочку немножечко информации, что такое компания Чинан, для тех, кто не знает. Посмотрите, какие автомобили они делают. Это бензиновые автомобили, но посмотрите на этот дизайн. Пару лет назад компания Чинан, она была далеко не на слуху. Про нее мало кто знал из нашей страны. Эта компания делала автомобили довольно непривлекательного состояния, внешнего вида и прочего. Сейчас посмотрите какие-то модели. Сейчас мы зайдем в салон, и я вам покажу немножечко, что есть внутри этих красавцев. Так, вкратце. Вот автомобиль бензиновый за 70 тысяч юаней. Отделка, мягкая отделка. Красиво все сделано. Приборная панель водителя. Большой дисплей. Есть небольшой мультимедийный дисплей. Отделочка. Симпатичная отделочка. Ребят, это
Можно сказать, самый бюджетный автомобиль здесь, в этом салоне, бензиновый. Посмотрите, что еще есть. Вот такие красавцы. CS85. 这个多少钱？这个是17万这样子17万。啊，17。 17. Так, это уже автомобиль, можно сказать, люкс. 170 тысяч юаней. Блин, ребят, ну здесь вообще просто королевское место. Просто все по-королевски, посмотрите, а. Блин, это самолет, а не автомобиль. 170 тысяч юаней. 2 огромных монитора, тумблеры, селектор, туннель высоченный. Компания Чинан еще не специализируется на электромобилях. Они больше упор делают на бензиновые авто. Подстаканники с выдвижными упорами. Ну, блин, продумано же. Ну, все продумано. Молодцы, молодцы. Очень грамотно сделали. Камера 360. Удержание автопилот есть. У них даже есть автопилот. Очень комфортная посадка. Автомобиль очень интересный. Так, вот автомобиль. 134 тысячи юаней. Злой дизайн. Так, ручки а-ля Тесла. Так, смотрим, что у нас здесь. За 134 тысячи юаней. Электрический привод сидений. Регулировка по высоте сидений, опять же. Так, руль. Руль как по вылету, так и по высоте. 2 больших монитора. Но что мне здесь понравилось, так это посадка. Просто сиденья настолько комфортные, я в них утонул. Я сел и утонул в эти сиденья. Селектор переключения передач. Такой вот интересный дизайн космолета. Мне кажется, китайцы готовятся выпускать инопланетные корабли в космос. Или они пересмотрели «Звездных войн». Ну, просто дизайн. Это космический какой-то дизайн. Опять же, подстаканнички, выдвижные упоры. Все как положено. Это у нас режим драйв, эконом-спорт, парковка автохолд. Здесь есть это сенсор, нет, не сенсорные кнопки. О, я немножечко просто в шоке от дизайна. Я не буду говорить про качество, потому что качество, ну, надо тестировать, да. Ну и вот есть такой еще седанчик. Опять же, все сделано в лучших традициях 2020 года. Все красиво, все аккуратно, все премиально. Ребят, спасибо за просмотр данного ролика. С вами была компания PandaWay из Китая. Будьте с нами, и у вас все будет хорошо.